Мої вітання, я Світлана, і ви потрапили у мій сад. Пропоную помилуватися трояндами, якщо у вас сніг та вітер. Сегодня посмотрим обзор сорта удивительного Роза Шанталь Мерье. Роза Шанталь Мерье флорибунда. Иногда ее позиционируют как шарап. Селекция Массад, Франция, 1999 год. Относительно новая. Мой куст очень быстро набрал объем, хотя это роза первогодка. На видео видно, куст пушистый, разветвленный и наросло много базальных побегов. В то же время он очень компактный, не падает на соседок и не разваливается, побеги крепкие. Это съемки август 2023 года. Совсем недавно было второе цветение. В июне, конечно, мой Шанталь Мерье был не так привлекателен, набирался сил, нарастал. Эту клумбу всю я закладывала в октябре 2022 года. Все розы и плетистые, и кустовые были высажены прошлой осенью. Тут много знатных красоток, конечно. Иногда вам в кадр попадают и мои плетистые розы первогодки. Сейчас я вам их немножко покажу. Диди Бриджвотер, знаменитая красотка. Маритим не отстает в красоте. Барок нарос не сильно много. 1 или 2 цветка было, но укрывала, когда их плети уже довольно большие были. И знатная троица. Цикламен Пьер де Рансар, 2 куста у меня посажено с 2 сторон от входа второго. Пале Рояль, это корни собственные 2 наросли, посажены тут для контраста и сравнения. И, конечно же, куст-прародитель Роза Пьер де Рамсар. Кстати, у меня есть видео про эти 3 розы, как раз их сравнение. И интересные кустовые сорта. Тьерри Маркс, ваш любимчик, знаю. Второй куст сюда посажен, сильно разросся, надо сказать. Домен Дитьер, мне такие цвета нравятся, фиолетово, такие пурпурные. Софи Луис, Манстед Вуд, 2 куста. Ну, полюбоваться в следующем году будет чем. Но мы сегодня про Шанталь Мерье. В характеристиках заявлена высота куста 90-120 сантиметров и ширина до 80. Характеристики можно посмотреть на экране, остановить. Роза очень заметная. Проходя вдоль этого розария, всегда останавливалась полюбоваться их цветением. Лист очень красивый, ярко-зеленый, немножко с глянцем. Флорибунда очень яркая, с насыщенным ароматом. Малины, клубники, розового масла и еще немного сложных нот. Очень приятный. К ароматам я более-менее спокойна, но кому нравятся розы именно по ароматам, это именно та, которую вы искали. Запоминающаяся. Цвет бутонов ярко-розово-малиновый, даже я бы сказала. Форма шаровидная, махровая, до 60 лепестков. Цвет очень яркий, заметный среди других роз. Даже она как будто немного светится. Видите? Форма бутона квартированная, чашевидная, немножко плоский цветок.
Цветы относительно небольшие, до 8-10 сантиметров. Одиночные, но редко одиночные бывают, обычно собранные в соцветия по 3, по 5 бутонов. У меня даже была одна ветка, 7 бутонов. Лист, как я сказала, зеленый, красивый. Цветет почти постоянно, долго, продолжительно. Дождь и солнце переносят стойко. К болезням Шанталь Мерье очень стойкая. Хороша роза, надо сказать. Хоть и роза первогодка, смотрите, как сильно наросла. Вообще я заметила, что чем моложе роза по срокам селекции, то есть более недавно выведена, роза более устойчива к болезням, к дождю, к перепадам температур, к вредителям. Обработки, конечно же, нужны, но до самых морозов она у меня стояла во всей красе. И жалко даже было обрезать под укрытие. Этот сорт очень рекомендую. Насколько разрастется у меня этот куст в следующем году, посмотрим вместе. Если обзор вам понравился, буду благодарна за лайк. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Сделаю новую часть обзора своих хвойных.